Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на вторую половину сентября для знака зодиака Рыбы. Мы коснемся сферы любви, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Также получим совет предупреждения от Таро, от королевы Луны, оракула. И еще у нас будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Рыбы, вторая половина сентября. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии, делитесь моими видео. Подписывайтесь, если вы не подписаны. Любая ваша активность помогает продвигать мой канал. Это ваше спасибо за мою работу. Хорошо, что у вас будет происходить в начале этих 15 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в любви? Первая карта, у кого есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Ваши перспективы. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. И для тех, кто в поиске, ваши перспективы. Финансы. Что у вас будет происходить в конце сентября? Да, очень много кубков. Ну, конечно, это ваши карты, но очень много эмоций. Совет или предупреждение. На дне колоды королевы мечей. Вот я говорю, очень много кубков, очень много эмоций, переживаний. А вам в конце нужно быть как королева мечей. Убирать эмоции и принимать важные решения. Может быть, по королеве мечей что-то отсекать из своей жизни, то, что вам больше не нужно, или то, что вас сдерживает, ограничивает. Может быть, от чего-то нужно освободиться. Но в первую очередь, конечно, вот карты говорят, что хоть вы и рыбки, да, вы эмоциональны, но вам вот в конце сентября нужно принимать трезвые решения, отстраняясь от эмоций. Эмоции нам всегда мешают. Также, может быть, если у вас какие-то тут сложности будут, вам нужно будет найти специалиста. Это может быть адвокат, судья, преподаватель, может быть, для кого-то, врач, ну или человек, женщина, которая обладает какими-то полномочиями, может быть, получить консультацию, поддержку, совет. Ну вот как-то, да, вот выйти из какого-то трудного положения по четверке. Что-то у вас тут... Так, ну мы сейчас эту пятерку уточним. Давайте еще посмотрим для Леонорман, что скажет. Рыбы, сюрприз или неожиданность. Вторая половина сентября. Как сюрприз карта может показывать для молодых женщин небольшие стычки, ссоры, может быть, на работе, может быть, в семье из-за нарушения какой-то стабильности, может быть, по финансам, может быть, кто-то из вас тут потратится на что-то, может быть, женщина там увлечется шопингом, из-за этого могут возникнуть ссоры в браке, например. Также здесь может быть, карта показывает для женщин очень активный период, вот вам якорь, да, может быть, кто-то очень ведет малоподвижный образ жизни. Здесь вам нужно, карта советует, а может быть, вы сами, как сюрприз, кто-то вас пригласит, это именно занятие спортом. Может быть, подруга какая-то вас пригласит. Или вы сами примете решение. Также могут вообще здесь быть небольшие стычки, ссоры, ну, по каким-то пустякам. Но также может быть и встреча с такой очень сексуальной дамой для мужчин. Хорошо, в начале 15 дней ложится шестерка кубков. Шестерка кубков – это наш дом, это наша семья. Может быть, какие-то праздники, может быть, дни рождения, юбилеи, встречаться, да, с родными, близкими, что-то отмечать. Также это украшение дома, какие-то новшества, может быть, покупка там что-то мебели, каких-то интерьера, да, что-то, то, что создает в доме гармоничный очаг.
Еще это встреча с людьми из прошлого. Это может быть общение с друзьями детства, одноклассниками, одногруппниками. Но еще это встреча поколений. Это общение родители, дети, бабушки, дедушки. А также шестерка, это, смотрите, у вас шестерка, семерка и восьмерка. Это может быть воплотить в жизнь какие-то проекты, которые вы откладывали на потом. Может быть, не было времени, ресурсов, возможностей. Сейчас вы это можете воплотить в жизнь. Это может быть связано с вашей работой, может быть, какие-то поездки тут, не знаю, или связанные с что-то с домом. Хорошо, для тех, кто в отношениях или в браке, ложится колесо фортуны. Знаете, прям тут сорвать джекпот, выиграть что-то, не знаю, получить неожиданное наследство. Это когда, знаете, по колесу фортуны, когда нам на голову сваливается какая-то сумма денег, на которую мы совсем не рассчитывали. Вот тут вот еще шестерка, да, может быть, не знаю, какой-то родственник у вас окажется где-то далеко, о котором вы даже не знали. Но еще, конечно, это улучшение текущего положения дел. Если смотреть по отношениям, то колесо фортуны всегда показывает кармические отношения. Да, это и сильное притяжение, это чувство, это любовь, страсть, но в то же время это недопонимание, это какие-то ссоры, конфликты. Мы просто понимаем, что нам тяжело с этим партнером, но мы не можем тут ничего выбирать. Мы должны эти отношения пройти. Давайте мы посмотрим одну карту. Ага. Смотрите, ну, я не думаю, что это какой-то обман или предательство в браке. Вот если это касается какого-то наследства, вот эта карта тоже говорит о наследстве. Здесь вам нужно то ли проявить хитрость, то ли составить план, то ли вот вы столкнетесь вот при получении каких-то денег с чем-то не очень красивым поведением. Ну, если это касается, например, наследства, тут судебных карт не выпало. Так, сейчас судебных карт не выпало. Выпал карты судебных, да. Здесь тогда вам советуют, вот если понимаете, что с людьми вам не договориться, или проконсультируйтесь там с нотариусом, с юристом, ну вы здесь одержите победу. И в то же время карта шестерка жезлов всегда говорит, вы получите то, что заслужили. Если вы так будете нечестно вести, то вы можете потерпеть провал, например, в суде. Да, что-то здесь, если это касается отношений, семерка не очень приятная карта. Может быть, вы в отношениях с несвободным человеком. Человек тут что-то скрывает. То ли вывести на чистую воду, то ли все-таки добиться желаемого. Да? Вот человек принимает наконец-то решение, скорее всего, в вашу пользу. Может быть, вот реально подает на развод. Мы тогда еще эту пятерку уточним в конце сентября. Ну, а кто-то, может быть, реально семерка. Вот как я говорила в начале, женщина, например, увлечется шопингом или, может быть, что-то купите и не поставите в известность своего супруга или возлюбленного. Да? Здесь может возникнуть, вот это скрывать, да, скрывать, ну, потом как-то все это переиграть в свою пользу, избежать этого инцидента. Ну, вот как-то так. Хорошо, для тех, кто в поиске. Здесь отшельник. Поиска-то я у вас не вижу. Отшельник – это одиночество. Может быть, оно затянулось. А может быть, вы сейчас сами пока не готовы к новым отношениям. Вам комфортно вот, наедине с самим собой. И если у вас шанс познакомиться, влюбиться, ну давайте посмотрим. Как бы вот, может быть, вас пока устраивает просто секс, но ничего серьезного. Ага, а вы на пороге новой любви. Вас ждут новые отношения. Для мужчин здесь, как я уже говорила, очень сексуальная женщина, и, скорее всего, она будет молодая. Потому что вот в этой колоде две женщины, одна постарше, это помоложе. Отношения будут очень серьезные, но вот метла может показывать или хороший секс, или все-таки будут какие-то стычки.
Может быть, у женщины одиночество затянулось, отношения будут сложные. Да. Или женщина еще молодая, незрелая. Может быть, из-за этого. Может быть, у человека есть какие-то обязанности, ответственность. Может быть, есть дети. Может быть, есть родители, за которыми человеку нужно ухаживать. Да, ухаживать, вот, нести на себе эти жезлы, эту нагрузку. Или карта говорит, что да, и страсть будет, но как-то вот тут какая-то борьба. Я говорю, отношения будут сложные. Чувства будут, секс будет, но сложно. Вы в конце сентября можете отношения эти закончить. Все-таки пятерка говорит о потере. Конечно, это не может относиться ни к отношениям. Угу. Тут ведь, понимаете, может быть, женщина, я говорю, привыкла быть одна. Давно уже одна, в отшельнике. Она уже привыкла принимать решения сама. Может быть, для мужчин рыб это отношения с женщиной, которая воздушной стихии, это у нас весы, близнецы, весы, водолей. Да, это женщины, которые привыкли принимать, да, сами решения. Но еще, может быть, это женщина вдова или какой-то пост занимает, привыкла руководить. Здесь, конечно, вот по четверке мечей, по четверке кубков, избирательность. Могут быть конфликты, которые будут приводить к ссорам, кто-то будет на кого-то дуться, обижаться. Ну, я говорю, тут не очень такие карты. Что-то будет сложное в этих взаимоотношениях. Но страсть будет, секс будет. Да. Хорошо, работа, бизнес, карьера у кого есть. Ну, во-первых, рыцарь жезлов может показывать какие-то поездки, переезды, может быть, командировки. Кто-то может куда-то уехать на заработки, например. Но так как вы работаете, может быть, здесь или карта говорит о начале какого-то важного дела, которым вам вот сейчас предстоит заняться, но здесь есть уверенность, есть рост, но есть нетерпение, да, вот быстрее и сразу привязанность к результату. Вот карта говорит, что вот эти нежелание ждать, пока все будет развиваться как надо, может погубить любые начинания, поэтому здесь проявляйте терпение и ожидание развития. Но также, вот я говорю, может быть, кто-то сменит работу. Это может быть поездка и в другой город, может быть, даже в другую страну. Кто-то может отправиться в отпуск вот в эти 2 недели. Также это может быть помощь от какого-то специалиста в вашей работе. Может быть, это человек поможет с делом, а может быть, даст вам дельный совет. Да, прислушайтесь. Но тут какое-то движение вперед. То есть вот получаете документы, да, и вот, может быть, что-то новое, как вариант. Да, для тех, кто в поиске работы, тут тоже карта говорит о каком-то переезде. То есть это отправиться на заработки. Может быть, это другой город, другая страна. Или вы строили какие-то надежды по поводу нахождения работы там, где вы искали. Но здесь карта говорит, отказывайтесь от того, вот на что вы возлагали надежды. Может быть, нужно поменять направление своего поиска, может быть, искать где-то в другой сфере. Тем более, если вы уже давно затянулось у вас это ожидание. Здесь может быть вообще и смена работы, и смена рода деятельности, или смена местоположения. Финансы, здесь ложится 7 кубков, здесь вы какие-то планы строите, мечты, это тут грезы, что-то купить, куда-то вложить. Ну, карта говорит, если планов, идей очень много, то выберите одну, да, вот вложитесь там, например, в свою недвижимость, вот в свой дом, реализуйте это, получите там, или вложитесь в бизнес, какие-то проекты, получите прибыль, ну и дальше. Все эти мечты от вас никуда не денутся. Конечно, еще эта карта говорит об иллюзиях, об обмане, что вам кто-то что-то пообещает заработать, или вы куда-то вложитесь. Это когда нас вводят в заблуждение. Вот кто-то вам говорит, да, вот помоги мне. Давай мы с тобой вложимся в какой-то проект, прям тут можно заработать, практически ничего не делая. Вот здесь вот будьте аккуратнее. Можете эти деньги потерять.
То есть вас может кто-то обмануть. Да, кто-то пообещает вам перемены, но еще тут траты, может быть, на поездки и на, да, опять же, перемены. Кто-то будет менять место работы, место жительства. Да, если вы здесь переезжаете куда-то, может быть, это реально все-таки переезд — это очень финансово затратная процедура. Кто-то, может быть, тратить на отпуск, вот как я говорила. Кому-то нужно будет тратиться на иммиграцию. Так, сейчас минутку еще. Почему потеря-то? На иммиграцию, да. Кто-то будет менять работу. У кого-то перемены в жизни в личной, а в вашу жизнь приходит император, который решит вообще все ваши финансовые проблемы. Будь то это ваш новый возлюбленный, супруг, может быть, для кого-то помощь от отца, например, или от начальства. Тогда что у нас пятерка-то? Что у нас тут пятерка? Давайте мы ее уточним. Как интересно. Так. Кто-то надеялся, может быть, получить новую работу, влиться в какой-то проект, получить, вот как по восьмерке я говорила, да, получить какую-то прибыль, куда вы вкладывались, но вам придется от каких-то планов отказаться. Кто-то, может быть, хотел забеременеть или получить предложение руки и сердца. Ну, вот что-то сорвется. Так, что у нас еще-то это? Кто-то экзамены может провалить, да. Какие-то, может быть, вы учитесь там в институте, сессию, там нет, сейчас сессии нет. Ну, какие-то экзамены, тест не сдадите. Или, может быть, кто-то на права, например, учился. Опять же, может быть, на пересдачу вас отправят. Пятерка — эта карта не говорит о полном крахе. Она говорит, что какая-то ваша идея, замысел, мечта не сбудется, но что-то все-таки вы сможете воплотить. Вот смотрите, у нас здесь 3 кубка упали, 3 кубка вот эти упали, а 2 стоят. Так, и 2-то. Это кто? Вот помощь от кого-то будет. Да, чего-то вам придется отказаться. Но вам взамен дадут что-то лучшее. Так, если это работа, которую вы не получите, а может быть, она и к лучшему, здесь поступит какое-то или другое предложение, или вы куда-то отправитесь, вот, откажетесь от планов, но у вас появятся новые пути, новые перспективы. Если это была любовь, разбитое сердце и одиночество, то вы на пороге новой любви, но вам нужно на нее решиться. Да, Рыбульки, что у вас тут прям мечи и кубки? Как-то очень эмоционально. При получении приятных новостей, отправлении в какую-то поездку, помощь от кого-то, от человека, который к вам хорошо относится. Вот помощь. Тут еще карта говорит, мы умеем давать, но не умеем просить. Если вы попадете в какое-то сложное положение в конце сентября, обратитесь за помощью. Может быть, это родные, близкие, семья, не знаю, кто еще. Да. Хорошо, давайте еще получим совет для рыб. Вторая половина сентября. Что нам скажет оракул королевы Луны? Пис. Пис — это мир. В первую очередь приведите свои мысли, эмоции, очень много кубков, в баланс. Добейтесь вот этого внутреннего мира, равновесия. Если вокруг вас есть какие-то люди, которые негативно настроены, может быть, они как-то влияют на вас, постарайтесь вот эти 2 недели или отстраниться от них, или вообще уберите их из своей жизни. Контактируйте только с теми людьми, кто позитивно настроен. Также перестаньте бороться, позвольте себе отдохнуть, восстановить вот этот ваш внутренний мир. Может быть, займитесь медитациями. Потому что когда мы из своей жизни отпускаем обстоятельства, ситуации или людей, которые нам больше не нужны, мы обретаем вот этот внутренний мир и гармонию. Хорошо, давайте посмотрим маятник для вас. Так, маятник. Ответьте, пожалуйста, для рыб
вторая половина сентября. Ответ на их вопрос «да» или «нет». Ответ «да». О чем бы вы ни спрашивали. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всем хорошего.